Привет, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике, и мы в Берлине на выставке IFA. Большой павильон компании «Горение». Бренд знают в России и любят, и у многих есть эта техника, я уверен. Пишите в комментариях, кстати. И мы пришли посмотреть, что компания привезла на выставку в этом году. Все самое интересное покажем в этом видео. Новая коллекция «Горение» Simply K серия. Это прямо новинка на выставке IFA. Смотрите, во-первых, это брутально, но они правда так выглядят. Ну, я не назову тяжелый люкс, но круто выглядит. Дальше технологии. Это полноразмерные модели, что стиральная машина, что сушильная. И здесь увеличили загрузку. То есть реально загрузка стиральной машины и сушильной. Особенно это видно по сушильной машине, потому что здесь просто огромного объема барабан. Они сделали больше. Но это круто, это очень важно. Дальше. Это все, конечно, сейчас работает, ну, назову это так, на базе искусственного интеллекта, используя в работе искусственный интеллект. И есть мобильное приложение Connect Life, оно работает с техникой горения и с техникой Hisense. И смысл в том, что управлять этой стиральной, этой сушильной машиной вы можете, конечно, через мобильное приложение с вашего смартфона. Там и дополнительные функции, опции и подсказки по стирке, сушке. Ну, в общем, это уже такая привычная довольно функциональность сейчас в современном мире. И искусственный интеллект, он подсказывает и оптимизирует работу этих устройств. Стиральные и сушильные машины, в частности, они, например, коннектятся друг с другом. То есть, когда у вас стиральная машина стирает, и цикл подходит к концу, начинает разогреваться минут за 30 сушильная машина, и когда у вас стирка закончена, вы просто перекладываете вещи сюда, больше ничего не делаете, ничего не трогаете и не нажимаете. Сушилка уже разогрета, и у вас сразу начинается сушка, и, собственно, в итоге вы получаете сухие вещи. Не менее важна технология Total Fresh в стиралках. Интегрированный вентилятор просушивает машину внутри после каждой стирки, чтобы не было плесени и неприятных запахов. Здесь еще, поскольку это премиальная серия у «Горения», здесь еще прокачали тему с управлением. Конечно, как я сказал, вы можете всем управлять через смартфон, но в целом, я думаю, конечно, многим привычнее все-таки управлять техникой. Вот так подойти к стиральной машине. Здесь цветные дисплеи, да, и что у стиральной машины, что у сушильной. И управление, оно, собственно, происходит через вот поворотный регулятор. Это привычная история такая, да? Вот. При этом вы фиксируете выбор, например, программы, и дальше уже выбираете опции, которые необходимы. И еще есть полезные опции Fast Wash Pro и Fast Dry Pro. Их можно использовать с определенными программами. Это сокращение времени стирки и сушки, причем до половины и, как говорят в «Горении», без потери качества. За 68 минут, например, можно постирать или высушить все. Тут рекомендую поменьше загрузку, конечно, не максимальную. И еще раз повторюсь, это все работает в коннекте, то есть сушильная машина, по сути, знает, чем занимается стиралка, и готова по окончании стирки начать нужный оптимальный процесс сушки. И что касается сушильной машины, это, конечно, тепловой насос. Сейчас уже сложно говорить о других сушильных машинах на рынке. И поскольку это тепловой насос, основные плюсы теплового насоса для сушильной машины – это энергоэффективность, она высокая, то есть расход электроэнергии снижается. И, наверное, даже более важный плюс – это возможность максимально бережной сушки. Температура сушки вещей может быть даже около 35 градусов, то есть ниже 40 градусов. Для вещей, которым необходимо именно такая максимально бережный уход. Никакого там перегрева волокон, и вещи от этого не портятся. Такая премиальная серия Simply K. «Горение», премьера 2025 года на выставке IFA. Вот еще хочу показать вам очень крутую тему на международном рынке. Это называется Hood in Hob. То есть вытяжка, которая встраивается непосредственно в варочную поверхность. Вообще тема не новая. Мне кажется, мы снимали это лет 10 назад, здесь тоже на IFA, но
она сейчас получила такое второе дыхание, второе рождение, потому что, во-первых, ну, технологии стали более совершенными, где-то можно что-то сделать более миниатюрное, да, и таким образом сделать так, чтобы это было более эффективно. И еще сейчас в Европе, да и у нас в России, это уже тоже видно, есть тренд на кухне без верха, без верхних шкафов, без вытяжек, чтобы ничего не мешало, вот не давило на тебя. И вот эти решения, они созданы именно, ну, как бы для этого тоже. И это очень удобные в этом плане решения. Ну, технология довольно простая, есть варочная поверхность, она может быть, собственно, индукционная, электрическая, но здесь, конечно, это премиум решение, G800 горение, это индукция. Ну и вот так примерно может выглядеть отвод воздуха самой вытяжкой. В общем, такие решения, их здесь очень много, но это еще не все. Что мне еще нравится в этой варочной поверхности, так это то, что она не глянцевая. Это не глянцевое стекло, это матовое стекло. Она очень круто смотрится, в ней ничего не отражается, нет вот этих пятен. И кроме того, эта поверхность, она, ну, защитой от царапин. Конечно, если будете вот так ключом делать, то поцарапаете, но если вот вы там двигаете кастрюлю, то у вас не будет вот сразу ничего поцарапано. Особенность вытяжки – интеллектуальная автоподстройка, подготовку на варочной поверхности. Чем больше всего и сразу вы готовите, тем интенсивнее работает вытяжка. И не надо самому менять настройки. Ну и продолжение матовой серии от горения — это вот эти духовки. Супер! Это опять не глянец, потому что, честно говоря, глянец, ну, лично мне на кухне надоел. Хотя, конечно, глянец у производителей, у горения тоже есть. Но вот это прям круто. Смотрите, ну, здесь представлены две модели. Это серия G600. Вот эта модель, это такая полноценная духовка-пароварка. Или даже, можно сказать, пароконвектомат. Потому что здесь есть все функции духовки, в том числе разные автоматические программы, вот это все. И есть полноценный парогенератор. Сюда наливается вода, ее много, и эта духовка, она может работать, ну, именно как пароварка, причем как пароварка еще с конвекцией. То есть может не включаться нагрев, а приготовление будет происходить только вот на пару. Это важно, потому что вот здесь, например, в этой духовке, здесь перлитическая очистка, здесь, ну, нагрев очень высокий при очистке до 500 градусов. И здесь реализована технология Steam Assist. То есть немного воды наливается, и пар используется, ну, в качестве такого дополнения приготовки. То есть полностью как пароварка она не работает. А вот эта духовка, она именно работает еще и как пароварка. То есть многофункциональный прибор в одном корпусе. Да, еще она может работать, ну, как своего рода аэрогриль, airfrying, то есть приготовление, ну, без масла или с его минимальным количеством. И вот эта вот комплектация, вся комплектация именно этой духовки, потому что это такая топовая серия. Здесь разные противни, в том числе противень для пара, для приготовления на пару. А вот это вот противень для airfrying, ну, то есть, по сути, для грилирования, для аэрогриля. То есть такая широкая комплектация, телескопы, удобное управление, пар полноценный. Ну и самое то, что мне заходит, это матовые поверхности. Посудомоечные машины горения. Вообще обожаю посудомойки. Я не представляю, как мыть посуду руками сейчас в 21 веке. Это еще и не экологично, потому что много воды тратится. Так, посудомойки. Ну, смотрите, здесь автодоз. Автодозировка моющего средства. Такой контейнер миленький. Наливаете сюда жидкое моющее средство, ставите, и у вас машина сама отмеряет нужный объем. На какое-то время вы забываете. Но можно использовать и, значит, так, традиционно. Да, традиционно за порошок насыпать или таблетку класть. И нам даже здесь сказали, что они как-то переработали вот эту всю историю, диспенсер, и он открывается тише, чем обычно. Ну, знаете, вот кто посудомойками пользуется, всегда слышишь, ну, часто слышишь, как открывается вот диспенсер, и там вываливается порошок, выпадает таблетка. А вот здесь, говорят, тише открывается. Ну, в принципе, иногда ночью это может быть важно, если квартира студия и так далее. Здесь еще процесс сушки, он так ускорен и прокачан, потому что здесь стоит вентилятор, который, ну, удаляет остаточную влажность, пар, вот, который в конце процесса сушки остается в посудомоечной машине, он его удаляет. В общем, посуда быстрее сохнет, и эффективность сушки, она лучше. Ну, то есть более сухая, скажем так, посуда у вас получается на выходе. Это еще не все моменты. Смотрите, здесь есть вот такая вот мелочь,
а приятно. Есть такая подставка, чтобы мыть бутылочки. Ну, например, детские бутылочки, да мало ли, как взрослые какие-то бутылочки, да, тоже бывает. Вот так поставили, вам нужно помыть, и здесь вы можете, ну, настроить распыление воды. То есть, если вам нужно помыть именно бутылку, у вас будет направленная струя именно в бутылку. А если, например, вы будете мыть здесь противень, положите его, да, полностью вот сюда, значит, это все сложится, то можно настроить, вот здесь есть такие две дополнительные форсунки, два дополнительных распылителя. Можно настроить распыление, ну, такое более равномерное, чтобы отмывался именно вся площадь противня. Это все так делается вручную, ну, пока не автоматизировали, пока не с дисплея, не с панели управления. Вот что мне нравится в этих посудомоечных машинах, здесь все максимально вариативно, вот в смысле организации пространства. Вот эти складные держатели, это очень важно на самом деле. Это кажется мелочью, но нет. Чтобы у вас в моменте вам было удобно пользоваться посудомоечной машиной и именно ту посуду мыть, которую вы хотите, важно, чтобы были складные держатели. Особенно, кстати, вот здесь внизу, потому что если нужно положить в сковородку, то если они у вас не будут складываться, вы просто поцарапаете. Ну, можете поцарапать поверхность, да? Это все неправильно. Здесь все в этом смысле продумано. Освещение, то есть когда вы выдвигаете ящик, здесь все прекрасно видно. Корзину, вернее. Ну, третья корзина, это понятно. Причем здесь сверху еще есть, ну, полноценный такой распылитель воды. То есть у вас здесь сверху тоже все нормально промывается. Да, еще нам тут сказали, что помещаются большие тарелки, вот диаметр 33 сантиметра. И смотрите, ну, как это работает, собственно. Просто все работает. Вот если у вас она тут немножко не помещается, не заходит, хотя здесь заходит даже так, да, то, ну, вот, допустим, сюда поставим. Вот, вроде бы не заходит, а мешает. То можно сделать вот как. Можно просто поднять корзину, и дальше все у вас прекрасно заходит. Ну, не то чтобы это удивительно, но это удобно. Конечно, можно управлять посудомоечной машиной традиционно, здесь с панели управления, ну и это коннектится со смартфоном, оттуда тоже можно управлять. Это еще не все, есть автооткрывание дверцы, да, тоже по окончании сушки, и есть еще режим обработки ультрафиолетом, такая дополнительная гигиена, как я это называю. Продолжаем с холодильниками. Горение, много их здесь на выставке, много разных форматов, и отдельно стоящие, и встройка. Ну, вот этот выделяется. Давайте посмотрим, что с ним. Расскажу. Ну, во-первых, это красиво. Конечно, есть разные цвета, но здесь на выставке вот такой цвет, такая темная нержавеющая сталь. Наверное, какое-то маркетинговое название есть. Но вот видите, выглядит красиво. Ну, что касается внутренности. Смотрите, здесь увеличенный объем. Размеры стандартные. Ну да, холодильник высокий, но то, что большой объем, прямо невооруженным взглядом видно. Расскажу про технологию AdaptEdge. Как это работает. Полезная технология. Холодильник, по сути, ну так, подслеживает за вами. Он знает, сколько раз вы примерно открываете двери вот в течение дня, и подстраивает свою работу. То есть он понимает, что там, к вечеру вы будете почаще открывать двери. И таким образом оптимизируются температурные настройки. То есть он знает, что вы будете открывать двери, и немножко понижает температуру, чтобы в итоге при открывании дверцы колебания были меньше. Технология AdaptEdge. Ну, конечно, Total No Frost везде. Здесь он и в морозильном отделении, и в холодильном. Тихая работа, кстати. Здесь, конечно, инверторный компрессор. И конечно, здесь уже привычные нам технологии. Это и зона свежести, она большая, такой большой вместительный контейнер с регулировкой механической влажности. И конвертер зон, это зона, такая нулевая зона, и вы можете здесь температурные настройки, ну так тоже механически, но изменять. То есть либо делать похолоднее, там 0, -1, либо немного повышать температуру для хранения, опять же, разных продуктов. Многопоточное охлаждение и Metal Cooling, металлическая панель сзади. Это и красиво, и аккумулируется холод, поэтому меньше нагрузка на компрессор. В целом холодильник, ну посмотрите, выглядит круто и современно. Функционально схожие модели, но это уже такая, получается, холодильно-морозильная комбинация. Она такая частично встраиваемая. Вот по функциям здесь, в общем-то, все то же самое. AdaptEdge, есть зоны свежести, есть нулевая зона, да. Но это когда больше продуктов нужно хранить, у вас есть большая морозилка и большое холодильное отделение. Ну, круто, к тому же это реально
Вот так вот круто выглядит. Это вот еще один холодильник 800 серии. Он такой же, вот как первый, о котором я вам рассказал, просто немного отличается цвет. Но есть еще вот разные цветовые решения. То есть это и металл, и стекло, да. То есть на любую кухню. Ну и многодверный холодильник тоже нашел. Он в таком стеклянном дизайне выполнен. Горение открываем. И здесь такой прям полный фарш, да, здесь и система, ну, холодильник неустанно борется с бактериями и неприятными запахами внутри себя. Металлическая панель тоже Metal Touch Cooling. Здесь еще большой, ну, понятный холодильник же большой, поэтому здесь большой бокс для овощей и фруктов. Прям много всего можно хранить на большую семью. Бокс специальный с контролем влажности, да, где создаются, ну, максимально такие оптимальные, ну да, в общем, хорошие условия для хранения продуктов, зелени в данном случае. И, наверное, главная фишка этого холодильника — это вакуумный контейнер. Здесь откачивается воздух, и благодаря этому продукты хранятся дольше. Ну, тут рекомендуется хранить рыбу, морепродукты, мясо, вот такие вещи. Еще тут есть крутое многофункциональное отделение. Его можно использовать как морозилку, как зону свежести или как продолжение холодильного отделения в зависимости от ваших задач хранения продуктов. Все это контролируется с панели управления, все функции. Кстати, обзор этого холодильника, он продается в России под брендом Hisense. У нас есть, посмотрите видео про большие холодильники. Ну что, вы все видели сами. Пишите в комментариях, какая техника зашла больше всего. Это стенд компании Горение. Кстати, компания Горение в этом году отмечает 75 лет. Ну, огромный интерес у людей, у посетителей выставки. И поздравляем Горение с юбилеем.